О, ну хоть на бэкап сервер пошло. Уже хорошо. Так. Угу. Блин-то не закрывал я ваше долбанное приложение. Отлично. Отлично. Так, уже выпадают кадры. Вечная проблема бэкап сервера, но на праймари почему-то не пускает. Попробуем, в принципе, с самого начала рестартануть. Блин, правда, лучше все равно, наверное, загрузиться. Так, о чем мы тогда закончили? Так, но этого придурка бесполезно пытаться вырубить. Поэтому давайте, наверное, отсюда попробуем загрузиться. Текс. Текс. Давайте посмотрим, что у нас еще есть интересного. А то мы в прошлый раз быстро очень пробежали. Просто тупо к цели попытались выйти. That is the right-sided donor heart destined for sodas.
This is what he sold out the ICA for. Правостороннее донорское сердце. Интересно. Но непонятно, что с этим делать, потому что два охранника. Два охранника — это печально. Ладно, окей. Так, если пройти туда, это уже мы там были. А вот здесь нет. Стоп. I'm following the trial closely, and with a little luck, he'll be the basis for my doctorate. All I can say is that I've got a very interesting bit of insight into his mental state. Fine, I'll just have to ask. У куратора наблюдаются серьезные проблемы с биохимическим балансом. Помощник долгое время документировал смену состояний куратора. You again when we're drunk. Так, это мне интересно. На самом деле. На этом можно попробовать как-нибудь сыграть. Написки научного сотрудника, заметки о кураторе и его нейрочипе, с подробными сведениями об устройстве чипа и принципах его работы, а также описание того, как изменение дозы влияет на настроение куратора. Судя по всему, увеличение дозы приводит к улучшению его настроения, а уменьшение возвращает в привычное подавленное состояние. То он использовал пульт управления чипом, который куратор хранит в своей спальне. Well, sir, you really shouldn't be here. It could be dangerous for you. Допустим. Так, спальни в ту сторону. Это не похоже на спальни. Это что ли спальня? Так, у него должен какой-то пульт где-то в спальне храниться. Но я пока что-то не вижу. Или не эта спальня.
ban? I don't know. Patient did die. Famous one. Still, it's not the chef's fault. What was a kitchen apprentice thinking coming out of Bloomsbury by himself unsupervised? And it takes years of practice. Didn't the kid realize how poisonous those things are? Yeah, he's a kid. Well, probably wanted to show off. I don't know. But anyway, the hospital. Poor chef. Непонятно. Откровенно говоря, мне. Так, здесь выход какой-то. Нам туда вряд ли надо. Так, ну мне сказали, короче, что долбаного куратора в спальне. Где, блин, спальня этого долбаного куратора? Это, конечно, большой-большой-большой вопрос. Что-нибудь из этого, но здесь только банку газировки я вижу. Есть подозрение, что его спальня там, где medical став находится. Ага. Если она там, где medical став, то у меня есть идея. Бредовенькая, правда. Вон там окошко. Вон там труба. Короче, надо... Надо, короче... Ага. Надо, короче, пораньше загружаться. Ну и чё? Ты имеешь что-то против? Я лично не имею ничего против Винкс. Снежинка 25 годиков. 2,5. 20, почти 25. Решила вспомнить детство. Так, я сейчас досмотрю. Я так понимаю, спуск откуда-то отсюда был, да? Меня не подводит моя... Так, хорошо, эту инфу мы получили. Сейчас попробуем отсюда начать. Может, так легче пойдет. Пульт управления от нейрочипа. Так. А это совсем другие расклады уже нам открывает. Только вот как бы в зону действия попасть. Ну ладно, там если что, добежим сейчас до чувака. Опять кадры вылетают. Собака. Hey, so you're the curator's research aide, right? Let me guess. You want to know about
увеличить лечение. My, this space, the colors, oh, the shapes. It's beautiful, exactly as it needs to be. A place for everything and everything in its proper place. Oh my goodness. Oh, why haven't I noticed before? I need to share this with my babies. Это у него нейрочип, что ли? Your excuse. I need some time alone. My babies. Come back later. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин. Блин, я спалился. Hallelujah. Убрать его здесь некуда. Ладно, будем надеяться, что никто не спалит. Хотя, конечно, наивно на это надеяться. Whoa. Elegant solution for discern. With sodas on the operating table, and no hope of getting a second right-sided heart in time, you have effectively killed him without laying a hand on him. This should be a clear message to anyone considering following in his footsteps. Так, осталось Юки. Давайте сделаем сейв где-нибудь вот здесь. Подождем, не проблема. Well, I don't know about that. But from a medical perspective, one would obviously like me younger now, especially А вот Юки можно попробовать как раз ножницами закоцать. Если успеем потом сбежать, пока труп не обнаружат, то будет очень даже ничего. Если потом успеем сбежать, то будет очень даже ничего. Ух ты. Только что прошел. Блядство. Вы на кой черт сюда поперлись, сволочи? Нервишки. Куда я последний сейф-то закинул? Погодите, я что, не сохранил, что ли? А, 2048, все, понял. Нет, вернее, ничего
ничего не понял, ну да ладно. Так, отлично. Отлично, отлично, отлично. Теперь надо избавиться от Юки. Ножницы у меня есть. Sir? Sorry, sir, you'll need to find another way in. Restricted area. И долго мне ее ждать. Будем надеяться, что не слишком. Блин, не знаю, может ее труп за столик потом оттащить. Вроде она в эту сторону идет. В ресторанчик. Excuse me, sir, listen to the roll. Thousand apologies, but hospital administration has put a ban on publication. There was an incident only last week. The kitchen apprentice. I can't even make this. Well, I'm sure you can make an exception this month. The rules are the rules. I assure you understand. I'm a lawyer. I see them more as a set of guidelines. I just don't want to get fired. If you excuse me. Oh, I ask for humble, not challenge. Так, доболтали. Sir, can we talk? Be stable. That's both targets down. Time to find an exit. We're done here. What the? Love the tie. What is that? Сейчас проверим, успею я сбежать до того, как труп обнаружат или нет. Если успею, то mission complete. И я зря назвал этот стрим именем этой миссии в таком случае. Проверяем. Сердце не лжет. Только костюм. Бесшумного не дадут? А за что? Почему бесшумного не дали? Тело обнаружено. И запись. Блин.
И какое тело обнаружено было, потому что ни разу паника не поднималась. Блин, ролик. Ну давайте посмотрим, а потом перепройдем вместе. Miss Burnwood. That's not what my ticket says. We received your message. Loud and clear, I might add. Honestly, you could have just sacked the poor guy. I didn't catch your name. No, you didn't. There'll be no retaliation, not for Soders, nor any other recent fiascos. Someone's been meddling in our affairs, killing our operatives, and making the ICE look like fools. I think you got close to that someone. Closer than we've ever been. That's why we're hiring you to take him down. I don't think so. Don't rattle our cages, Miss Burnwood. You really have no idea. You spy on us, bribe our people, and you have the gall to demand our help. No. You can't be trusted. Even so, we've been around for a long, long time. I think we could help each other. Some 20 years ago, your agency took in a young man with no past and extraordinary skills. In his own special way, he cares about you, and vice versa. And ever since that time, you've never stopped wondering where he came from and who made him what he is. There was a doctor. Some depraved experiment. But he's gone now. Ah. Well, if you believe the questions died with him, we have nothing further to discuss. If not, as I said, I think we could help each other. Partners, then. Cheer up, Miss Burnwood. We are the lesser evil. This terrorist. He wants nothing but chaos. He's only a terrorist if you win. Miss Burnwood, we won a long time ago. This is maintenance. Однако. Ладно, это, конечно, весело, но я понять не могу. То ли нельзя уничтожать его сердечко, иначе палево, то ли я зря оставил доктора там валяться. Обнаружили его, то ли обнаружили эту бабцу. Вот какой из вариантов реален, это вопрос. Так, давайте попробуем как-нибудь по-другому с ней расправиться.
Опа. Пачка сигарет. Looks like the worst is over. Get back to your positions. Oh man. Oh, it's nothing. Блин. Так палевно. Sir, can we talk? That's both targets down. Time to find an exit. We're done here. Вот так вроде должно быть менее палевно. Но я не видел, чтоб панику, блин, вот что мне еще нужно. Я попал на камеры. Насколько я помню... Насколько я помню... Да, вот оно, место для охраны, по-моему, здесь. По-моему, здесь находится моя цель. Отключить камеры можно здесь. I'm American. I don't have restrictions. Look, let me tell you, we are the security of the free world. You are a part of said free world, right? So have your commies have they gotten to you? Have they gotten to you too? No, sir. We are a democracy just like America, but you can't pass through here for security reasons. Never mind. I need another drink. It's like really dry here. Sir? Ага, вот этот вот дядька заходит периодически туда. Нужно поймать момент просто. Труп вроде бы не обнаруживают. Если что, переиграем, начиная с доктора. Спрячем труп доктора. Блин, спалился. Так, бесшумно устранили. Вау. А тут что интересного? Теперь как видеонаблюдение снести. Во. Вот оно. Пробуем, исходя из такого расклада.
Зачтут или не зачтут? Записи с камеры я стер, труп я вроде бы чуть-чуть в сторонку подвинул. Есть. Все, отлично. Так, то, что мне нужно, я получил, нет? Да никто не пришел на стрим. Нет, кто-то смотрит вроде как. Но... Мяу. Еще как обращает? Так, это мы уже посмотрели. Кто тебя Поэтому... смотрит? Привет, Сергей. О, уже получше. Один это. Блин, обозвал стрим названием этой миссии, а в итоге прошел ее меньше, чем за 40 минут. Что тебе осталось? Придется продолжать. Тебе не жарко? И ты говоришь завтра все. Ты посмотри, ты как Валя. Ну хорошо, Снежан, хорошо. Придется опять свой резину. Костюм, отвалите, мы по классике теперь ходим. Вижу, Снежан. Да ну хрен тебе оставит. Еще какой-нибудь. Ну, посмотрим. Посмотри, как Валя. Хорошо, Снежан, хорошо. Я вижу, что все белое там. Вот он лежит. Вот. И выпей заодно одну отсюда. The story so far. Agent 47 and his handler Diana Burnwood are the world's top assassins working for the ICA. When all of their recent missions turn out to be contracts for a shadow client, things take an unexpected turn. All their targets have been operatives in an invisible organization known as Providence. Providence has infiltrated the highest echelons of power and secretly owns our world. The shadow client wages a silent war against them. And so the Constant, Providence's enigmatic controller, seeks Diana out. His request, track down and eliminate the shadow client. In return, he offers something irresistible. The truth of 47's lost origins. Neither know that the man they hunt is 47's childhood friend. And unlike 47, he remembers everything. Ва-ха-ха-ха-ха. Alma Reynard's house is just up the beach. Our intel indicates that she and her team are laying low, most likely planning the militia's next strike. Reynard is one of the Shadow Client's top lieutenants, and yet she's not a target. Not yet, anyway. She's no doubt high on our client's list, but for now, it's information we seek. Infiltrate the house and get us a lead on the Shadow Client. Up for some B&E, 47. On my way. Проникните в дом. Ну, это опять, по сути, обучающая типа миссия. Только уже от второго Хитмана. Получается. До этого была сюжетка первого. Камера. Good aim. Now, according to the local home security provider,
The house is equipped with multiple cameras, placed around the perimeter. I suggest you get rid of them, 47. Еще 3, говорите. Одну уничтожили. Ну, инстинкта у меня нет, но это не важно. Блин. Вот это я нормально чуть не спалился. Поищите в доме сведения. А на карте отмечено? Нет. Где могут быть сведения? Вот в чем вопрос. О, на компьютере. See if you can't access it. Encrypted. Assuming there's a key, Reynard wouldn't just leave it lying around. Wait. According to the floor plan, the room you're in should be a lot bigger. There might be a concealed space behind the wall. Check for hidden panels, 47. Thought so. This should be interesting. Ёкарный бабай. Какой набор. Here we go. For the office computer, no doubt. Nicely done, 47. Should allow you to move more freely. I'm in. Hurry. I'm detecting movement up the road. A motorcade, possibly Reynard's. Uploading the data. Hold on. Receiving it now. Nothing on the shadow client or the other cells. No names, no aliases. I doubt she even knows whom she's working for. Wait, here's something. A message from Robert Knox of Kronstadt Industries. And by the sound of it, he's a Providence operative. A defector. Well, well, well. Client won't like this one bit. And you can't wait to tell him. They're back. Multiple hostiles. I see them. Damn. Okay, we've got all we're going to get. Go to stage 2, 47. Eliminate Reynard, and preferably without raising suspicion. One step ahead of the shadow client for once. Let's keep it that way. Ugh, I thought this night would never end. What a snob fest. And I even missed out on the action. I'm sorry you had to endure all that free champagne and cello music, Orson. What can I say? You really took one for the team. Yeah, well, I say stick to what you know. Was indeed an act of terrorism. This is the fifth titan of industry to be murdered since the kidnapping and execution of media mogul Thomas Где бы спрятаться? While no organization
Устранить без палева. Блин, меня раздражает то, что на бэкап-сервере выпадают кадры все время. Maximilian, here, boy. Так. Ну ложись тогда, если засыпаешься. Да. Jared, terrace all clear. Copy that. Do a sweep of the upstairs while you're at it. I knew you were gonna do that. So, you gonna tell me who it was we just kidnapped? House guests of the PM. The wife and 2 daughters of one Lance Donovan, the VP of Dynasty Global. The online retailer? Uh-huh. Donovan is back in London, working. He should receive the pictures as we speak. Ah, blackmail. Donovan's boss, Dynasty CEO Rupert Pierce, is a top Providence operative. But we can't get near him, so I decided to, well, do a bit of outsourcing. Oh, could you fix me a cup of tea? Sure thing. You want sugar? Honey? Sugar. No problema. Mr. Donovan. Какие вы все медленные. You have seen the pictures, yes? Good. Там убивать не вариант. Надо дождаться хорошего момента. Swiftly and without question, and your wife and children go free, unharmed. Refuse or hesitate, and your family dies. Attempt to signal or warn anybody, and your family dies. Do we have terms? Not very convincing, Mr. Donovan. Take a deep breath and try again. Much better. Now, you will take the stairs up to the rooftop helipad, where your boss, Rupert Pierce, is taking his morning jog. You will inform his guards that you are delivering an urgent message. You will approach Mr. Pierce, lure him close to the edge, and toss him off the building. Hey, you want green tea? Or mango? What do you think? You heard me, Mr. Donovan. The life of your boss for the life of your wife and daughters. Shouldn't be much of a choice, even for a workaholic. Do you understand me? Very good. Now go. If I don't hear sirens from downtown London in 5 minutes, your family suffers the consequences. Best of luck, Mr. Donovan. We thank you for your sacrifice. Is it done? Good as. And Mr. Donovan's wife and children? The guys will let them go at the stroke of midnight, unless I say otherwise. Boss's orders. You know how squeamish he gets about collateral damage. Unbelievable. I'm gonna turn in. You come in or what? Yeah, I'm coming. Чё, спатеньки? Подождите-ка, спальня в той стороне, да? Ну вы сейчас по лесенке пойдете. Не хочу с вами пересекаться. Выждем момент. Так. Это все мне больше не интересно. Я так глупо спалился, пипец. Gerard, we're turning in.
Я второй раз подряд на эту игрушку натыкаюсь. Уродскую. So, what are you gonna tell the house about me? What am I what? You know what I mean. Welcome home, Alma. And guest. I'm staying here. Так, нафиг. Пересейвлю. Right, you and Sean. Bet the house knew his name. Okay, I guess I could change it into welcome Alma and Sean too. How's that? Funny. Or maybe second Sean. That has a nice ring to it, don't you think? Or Sean Light. You know what, I'll think of some more while I go and brush my teeth. Fine. I'm gonna hit the shower. You do that, or Вот здесь мы вас и кончим. Ну, правда, кончим только бабцу. Но тем не менее. Снежинка, ты чё лежишь, грустишь? Мяу. Ну, вроде сегодня с тобой и погулять съездили. И булочки купили. Ну, правда, шарик не купили. И компьютер тебе сюда привезли. Ну, как я могу внимания не обращать? Ну, как? Так, When are you что там shipping out again? происходит? Say what? I said, when are you shipping out again? Oh, I'm supposed to rendezvous with the team in Riga like 5 days from now. Got no idea what the mission is or who my teammates are. Послушаем, что ли, их разговорчик. Сейчас один момент только проверю. All this secrecy is starting to get on my nerves. you know the boss, belt and suspenders kind of guy. Well, I don't. And neither do you. That's kind of my point. Call me old-fashioned, but like I say, I like to know who I'm risking my life for. You know why? The rest are details. It's easy for you to say. At least you're in the loop. I take orders just like you. In fact, the boss deliberately keeps me out of the loop. I don't even know who the other cells are. Compartmentalization is key. Target down. Well done, 47. Now get off the property. Hey, Alma. I think we're out of soap. Alma. Все, осталось отсюда сбежать. И, собственно, на этом все. Так, здесь теперь у нас охрана, говорите, да? Привет, Дрейк. Да что-то как-то быстро миссия прошлась. Я подслушал, что болтали эти чуваки одни.
Ну, интересно, Дрейк. Я подслушал, что болтали чуваки в морге там, и потом нашел нейромодуль, и, ну, короче, я сердечко у чувака просто уничтожил, которое на замену. Вот. А бабцу так ножницами и завалил в итоге. Потом еще пришлось, правда, камеры сносить, записи. Но с этим тоже проблем не было. Да я уж понял, но я не понял, почему ты решил, что нулевой пациент в промежутке должен проходиться, потому что меня автоматом вот сюда затащило. То есть во вторую часть. Хорошо. Блин. Ну, я не знаю, короче. Пройду его потом. В любом случае. Меня просто автоматом сюда перетащило. Снежана тебе привет передают. The mercs have discovered your boat, 47. They're on high alert, combing the beach for intruders. Proceed with caution. Да понял я уже, что надо быть осторожным и все такое. Сейчас все будет норм. No way to get past them unnoticed. I suggest you cause a distraction, 47, and make it a loud one. Отвлечь их чем-нибудь громким. Взорвать, что ли, предлагают? Господи боже. Так, еще один чувак. С ним сейчас что-нибудь сделаем. Ну, я считаю, что окупила себя игра. Да, монетку тупо зря выкинул.
как всегда, первая миссия это просто элементарщина. В общем-то, я бы ее и на эксперте прошел, не сильно сложнее. Но единственное, что бежал бы сейчас без сохранений тут. Неважно, Дрейк. У меня везде одинаковый костюм. Теперь будет. Не понял. Это такой короткий ролик или... Или у меня почему-то скипнулось? Подожди. Сейчас сделаем. Что-то вообще все по-другому пошло в этот раз. Давай, пока, Сергей. Приятного аппетита. Сейчас попробуем еще раз. Я что-то не понял, что за херня. Может, опять отключила меня, как всегда, от этой. Ну, знаешь, и, соответственно, глюканула дальше. Отключила там от сети их. Была же с этим трабла. It's official. New Zealand paid off. The client has given us carte blanche. Hunt down the militia by any means necessary. A week ago, Providence was a threat. How did you swing the board? The board are practical people, 47. A blank check is hard to turn down. Besides, the Shadow Client's war on Providence is causing a global panic. Someone will need to stop the militia. Might as well be us. And the man on the train? Кто? You never told them about his offer. Taking a contract for personal gain is against ICA regulations. Sodas would have been proud. Is that a sense of humor, 47? Whatever next? Crying at the movies? Why are you doing this? I know what it's like to have everything taken from you. He claims to know about your past. Your childhood, your memories, everything Altmaier stole from you. And you trust him? About as far as I can throw him. But this is our best lead in 20 years. I say it's time we break a few rules. Да, это интересный ролик. Секунду, Дрейк. А, ну, приятного аппетита тебе. Чего говоришь? Давай. Ну, так тоже красиво. Если тебе хочется заколки, то одевай.
о таком стиле роликов, Дрейк, я думаю, что в принципе-то зашибись. Good afternoon, 47. Your destination is the annual Global Innovation Motor Race in Miami, Florida. After analyzing the data from Reynard's computer, the case is clear. The Providence defectors are Robert and Sierra Knox, head of robotics developer Kronstadt Industries. A visionary inventor and technological innovator, Robert Knox has spearheaded Kronstadt Industries to the bleeding edge of technological development. His equally brilliant daughter, Sierra, is not only a financial wizard, but also a fiercely competitive race car driver, with a fiery temper to match. Kronstadt enjoys enormous popularity with global consumers. However, few are aware that the company is also one of the world's leading suppliers of next-gen military tech. Last year, despotic ruler Jin Po employed prototype Kronstadt drones against peaceful civilian protesters in the now infamous Tunyan Valley incident. And although it has yet to be proven, there is little doubt that the Knoxes personally brokered the deal, making them complicit in a war crime. It is unclear why the Knoxes would betray their masters, but likely the fear of being next on the Shadow Clients hit list has pressured them to cut a deal with the enemy. Undoubtedly, with Kronstadt Industries on their side, the militia will increase their attacks tenfold, and so our contract obligates us to retire Robert and Sierra Knox and contain the damage they may inflict on Providence. I will leave you to prepare. Но все-таки в первой части ролики были повыигрышней. Вы издеваетесь? Опять мне без всего начинать? Угу. Кадров, конечно, бешеное количество вылетает. Обойдусь без подсказок. Welcome to Miami, 47. The innovation race is on its last day, and it is down to the wire. Thousands of eager fans are gathered for the final laps of this unexpectedly close race. Sierra Knox is expertly piloting her red Kronstadt car. Her father, Robert Knox, roams the nearby expo building where Kronstadt is showcasing its new prototype car. The Kronstadt RK Mark III has seen fierce competition from the Chinese Kowloon Heavy Industries' new racer. Moses Lee, CEO of Kowloon, has taken a dominant lead and looks invincible. Sierra Knox will need to risk it all if she wants to win for the third year in a row. The stakes are as high as they can get. Отлично. Такс. И где наши цели? Одна, я так понимаю, катается. Роберт вот там. Фу. Ладно, пойдем внутрь.
Все равно пока особо ничего не понятно. Sir, I will have to check you if you want to pass, okay? Don't worry, folks. Anything can still happen. Ну, откопаю, не проблема. Есть, только она не понадобится. Ну что, я включаю камеру? Так, Роберт там. В выставочном зале. Я так понимаю. Ну, попробуем его сначала вынести. Туда нельзя. А как туда попасть? See that red car, 47? That's the Kronstadt race car with Sierra Knox behind the wheel. All about different circles. I mean, you start in the car, fuel efficiency, and changing grip. It's just amazing. This is where you see the car technology of tomorrow. Так, парковочка. Вопрос в том... Вот там супер. Хорошо, Снежан. Так. Роберт Нокс прямо над нами. И есть у нас хороший выход вот в том конце. Есть такое подозрение. Стоп. Походу плохой выход, да? Ну давайте попробуем. Отмычки лома нет. Перепрыгнуть нельзя. На камеру уже спалился, наверное. Но давайте на всякий случай отстрелим. Sorry, sir. This area is restricted at the moment, so I can't let you through. But it sure is loud. I heard something about it. Lost the door, vacuums in the living room, and closed the door. And that's only the beginning. It's a beautiful deal, that's for sure. I understood from the briefing earlier that we're just supposed to grab him if something happens to him. No poking around.
Так. Мне нужен подъем. О, монетки. Ну все, живем теперь. Теперь живем. Где получается? Лаборатория робототехники. Ни хера себе. Туалет. Странно, его... не в робототехнике, он, а где получается? В соседней комнатке. Куча охраны. Блин. Палево. That is Robert Knox, Палево. genius inventor. Черт. Не ожидал, надо сказать. Hang on, 47. Robert Knox's calendar shows a meeting with a Ted Mendez, a defense funding consultant with the US military. Must be related to that robot. Maybe you can find Mendez somewhere. Блин, ну пихать его некуда, вот в чем беда. Сейчас бы его куда-нибудь засунуть.
Блин, плохо то, что я там оставил оглушенного робототехника. Вот что плохо. Но Роберт, будем надеяться, сюда еще вернется. В принципе, есть вариант тупо ожидать его здесь. Он выше пошел. Ну вот еще не хватало. Не, на этом балкончике удобно будет его завалить. Выше мы за ним точно не попремся. Хотя можно было и выше где-нибудь наверняка. Ладно, уже пофиг. Уже решили его здесь ожидать, значит ожидаем. Ну и, собственно, останется вопрос, что делать со Сьеррой. Я так понимаю, ей надо что-нибудь с машиной сделать, а не с ней самой. Скорее всего. Так, погодите-ка секунду. У меня трансляция обрывалась. Нет, это походу просто сдохло. Мяу. Ну, снежинка, ну я только начал, по сути, стрим. Ну...
маленький у тебя. Так, ладно. Ладно, ладно. Хорошо. Don't forget, the secret of endurance racing is to keep that car going until the end. This race is not over until the clock ticks down. Давай, Роберт, давай, тащи свою задницу сюда. Ты должен сдохнуть. А потом будем что-нибудь со Сьеррой придумывать. The race is entering its final lap, 47. Погоди, погоди, ну завершится, и что, я Сьерру потом, что ли, не завалю? Завалю. Как раз потом и самое то будет ее валить. That's gotta be a mistake. 2.14. Why is it dropping? Biggest day of the year. You're telling me we're still red? Are you telling me we're still red? Look, hang on. It doesn't make any sense. I just checked this. 47. The race is over. Sierra will be coming off the track any time now. God. Блин, я ствол забыл подобрать. Я идиот. Надеюсь, сейчас не придется еще целый круг ждать. Seriously? Who keeps dropping this? Could really go for a snack right now. Still not open. Please don't. Oh! Robert knocks down. Now for the heir to the Kronstadt Empire. Так, отлично. Роберта убили. Не уверен, что это лучший вариант его устранения, конечно, был. Пришло время вынести Сьерру. Ну, для этого главное свалить отсюда.
Палево, палево, палево. Мать вашу. Я чуть не обосрался. Я реально чуть не обосрался. О, комнатка, где я камеры могу отключить. Забавно. Так, ну к Сьерре, если, допустим, я поднимусь, или может лучше там. Нет, в идеале, наверное, все-таки в этом месте вылезти. Хотя нет, лучше там. I'm here now, ready to meet up with Sierra Knox over at the hotel. Yeah, after the race. Не Got to pick up the documents from my van, but I had to knock out a guy and steal his flamingo outfit. А, здесь можно находиться. Oh, my head. Some guy jumped me. He stole my mascot outfit. Who would do that? This whole area is out of bounds. Блин. Ублюдок. I'm here now, ready to meet up with Sierra Knox over at the hotel. Oh, my head. Where are my clothes? Have you seen my mascot outfit? Oh, my head is killing me. Палево, палево, палево. Полнейшее палево.
Вроде бы меня никто не спалил до сих пор. Чё, агент? Я не знаю, что я творил. Что-то творил. Какую-то гадость. Блин, она уже там. Вот это мне не нравится. Хрен его знает. Это продолжение Хитмана 2016 года. Вот это я могу точно сказать. Да, здесь я ее вряд ли отловлю. В запретной Т-зоне. Где такая хренова куча народу. Блять, спалился. Где? Сейф последний. Может, машинку ей подпортить? Кстати говоря. Упс. Не очень удачно подпортили машинку, надо сказать. Свали отсюда. Свали. Есть контакт. Блин, я думал, ты сваливаешь. Это было обидно. До безумия. Ну-ка, это меня куда приведет? Блин, что же сделать-то? Wow. Well, that was exciting. Или машину надо успеть подпортить, или поймать ее где-нибудь и кокнуть. What the heck
heck was that? Что, с тачкой ничего сделать нельзя? So enjoy the rest of your time here in wonderful sunny Miami. You're heading out to grab a bite to eat. Don't forget to check out the stands. Delicious food brought to you. А эта бабца в итоге все-таки ушла туда, где я и ожидал, что она будет. О, Господи Боже, как все сложно. Вот она, вот она, вот она. Я ее отловлю, нет. Блять. Ёкарный бабай. Задолбали вы меня все. Дайте мне долбаную бабу завалить. Она идет на лестницу, на ту. Давайте попробуем монеты отвлечь чувака. Who's your daddy? Блин, я что, двери не могу открыть? Не ту, не ту. Жаль. Стоп. Опять что-то пошло не так. Вот, смотрим туда. Нет, она не там. Она вообще наверх ушла. Да, здесь ее фиг отловишь, понял. Господи Боже. В какую сторону идти? Куда пойти, куда податься? So I sorted out a race official here a while ago. What's his name? Rudder? Max Rudder, yeah. Royal pain in the rear. Used to be a pro racer himself until he got run off the track by Robert Knox at some celebrity race about 10 years ago. Holds a major grudge as I understand it. Doesn't sound good. Well, get into a race with any of the Knoxes and you're lucky to just come out with a few scrapes on your chin. I've never seen anyone with a desire to win like those two. They will stop at nothing to win. I did notice that Sienna was a little rowdy when she was waiting.
patched in so many tiny boosts and performance amplifiers on her car, I wouldn't be surprised if she took off and went into orbit around the planet. Okay. Not to mention the AI her father had installed in the firmware to optimize performance of the engine. That legal? Hell no. Why do you think Rudder keeps prowling around? He knows the score. But as long as the car is on the track, there's nothing he can do. Best crew And the around, only way she's getting out is if the car I'm blows sure I up saw to something, win but the race. I'm sorry. I'll probably It just really is. I'm very proud of what we've achieved. I wish it was a little safer though. If she crashes, she's not getting out of that wreck alive. Блин. Ладно. How good for you, Mr. Rudder? There. Посиди-ка в ящичке. Сейчас мы ее все равно здесь дождемся, наверное. Сначала... И в стену смотрит, блин, придурочно. Здесь, наверное, все равно на лесенке оптимальный метод, оптимальное место, чтобы ее снять. Сначала телохранители ее, а потом ее саму. Во всяком случае, я пока лучше ничего не придумал. Мать твою, ублюдок. Так, она сейчас пойдет наверх. И вот на этом надо словить ее охрану. Is someone messing around again? Да вы что, издеваетесь? Почему вы вдвоем? Почему вы вдвоем за монетами претесь? Это трэш какой-то. Это вообще адовая жесть. Hey! Just someone do something!
Да блин, богатенькая тварь. А почему ее нельзя задушить? Если ее не душить, блин, долбаную телохранительницу, я вообще не представляю, что делать. Монету кидать, короче, бессмысленно, это я понял. Так, ты знаешь, что меня здесь не должно быть. А телохранительнице почему-то пофиг. И пофигу, что я через жопу это сделал. В конечном итоге я это сделал. Воспользовались багами механик. Все, ждем, ожидаем. Both targets down. Well done, 47. Head for an exit, and we'll speak again soon. Ну, пошли на выход. По идее, вроде бы все четко сделал, ну, за исключением того долбанного робототехника, но надеюсь, что его никто не обнаружил. Камеры я стер. Да, бесшумный убийца.
Berlin. Shanghai. Montreal. We're bleeding operatives. Panic is spreading, and now we are axing our own? Knox was a traitor. He would have caused incalculable damage. And he won't be the last. This is exactly what the enemy wants. We need to fight the sickness, not the symptom. And I have just the tool for the job. Right. The Burnwood woman. Eric Soders warned you about her, didn't he? The Crusader. I can handle Miss Burnwood. Everyone hates power until you offer them some. You ought to know. ICA speaks the enemy's language. We need them. And once we don't? We'll cross that bridge when we get there. Fact remains, we are shadowboxing. We need to know who we are up against. I was getting to that. His name is Lucas Gray, the late Mr. Cobb's head of security. Cobb was ground zero, first of our operatives to die. It had to be one of his staff, someone with military training and access to the plane. Grasping at straws. Gray is a mercenary, a veteran of every backwater tragedy you've ever ignored on the 5 o'clock news. Chechnya, Sierra Leone, the list goes on, but before '89, nothing. No records of any kind. Ah, come on. CIA, KGB, plenty of spies went dark. After the curtain was lifted, I cast a very wide net. Lucas Gray simply does not exist. If you're all quite done wetting yourselves with excitement, I couldn't give two shits where he came from. I only want to know one thing. How does he know about us? I swear to God, this hearts and flowers crap will get us both killed. Can't you see? Your so-called friend is working for them now. He's not the man you knew. This is his fight too, Olivia. Even if he doesn't realize it. Like it or not, 47 is our last. Да чё опять обломалось-то? Почему ролики обрываются? Чё за херня? Блять. Последний сейв 22-27, наверное, вот этот. О, господи, заново надо опять ролик смотреть, потому что он сломался внезапно. У меня, конечно, есть подозрение, почему ролики обрываются. Скорее всего, потому что опять идет отключение от серверов Hitman. Но как меня это бесит, это просто непередаваемо. Блин. Да ёб твою мать, опять все не то нажал. Опять все нажал не то. А, слушайте, так ролик тупик как раз играл, вроде бы все правильно. Вот мы его сейчас чисто и посмотрим.
Berlin. Shanghai. Montreal. We're bleeding operatives. Panic is spreading, and now we are axing our own? Knox was a traitor. He would have caused incalculable damage. And he won't be the last. This is exactly what the enemy wants. We need to fight the sickness, not the symptom. And I have just the tool for the job. Right. The Burnwood woman. Eric Soders warned you about her, didn't he? The Crusader. I can handle Miss Burnwood. Everyone hates power until you offer them some. You ought to know. ICA speaks the enemy's language. We need them. And once we don't? We'll cross that bridge when we get there. Fact remains, we are shadowboxing. We need to know who we are up against. I was getting to that. His name is Lucas Gray, the late Mr. Cobb's head of security. Cobb was ground zero, first of our operatives to die. It had to be one of his staff, someone with military training and access to the plane. Grasping at straws. Gray is a mercenary, a veteran of every backwater tragedy you've ever ignored on the 5 o'clock news. Chechnya, Sierra Leone, the list goes on, but before '89, nothing. No records of any kind. Ah, come on. CIA, KGB, plenty of spies went dark. After the curtain was lifted, I cast a very wide net. Lucas Gray simply does not exist. If you're all quite done wetting yourselves with excitement, I couldn't give two shits where he came from. I only want to know one thing. How does he know about us? I swear to God, this hearts and flowers crap will get us both killed. Can't you see? Your so-called friend is working for them now. He's not the man you knew. This is his fight too, Olivia. Even if he doesn't realize it. Like it or not, 47 is our last and only lead on the partners. He needs to remember. He's coming for us. And unlike you, he won't hesitate. Just get me inside. Rico, I need a favor. Особо много я и не потерял, на самом деле, ну ладно. Поехали дальше. Good morning, 47. Our Providence contact has shared the identity of the Shadow Client, a former mercenary and bodyguard by the name of Lucas Gray. His past is a black void, but our analysts are digging deep. Meanwhile, we've had a breakthrough of our own. Comparing the malicious attack patterns with global shipping and transportation routes, we've figured out how Mr. Gray and his paramilitaries move around the world undetected. They're using the distribution network of the Delgado cartel, Colombia's biggest drug manufacturer. Clearly, Gray must have struck a deal with the Delgados. Consequently, if we can cripple the cartel, we can severely limit the malicious strike range. But to do so, we need to slay a three-headed serpent. Sociopathic cartel head Rico Delgado and his two closest lieutenants, PR guru Andrea Martinez and savant chemist Jorge Franco. With equal parts guts and guile, Rico Delgado runs a thriving billion-dollar criminal empire. The word is, the brutal and volatile cartel head is hell-bent on becoming the #1 drug lord in the world. To achieve this, Martinez, a childhood friend of Delgado's, has been buttering up state leaders and decision-makers, paving the way for an expansion of the Delgado logistics network, while the brilliant but aloof and antisocial Franco has been hard at work developing a new type of super cocaine. So,
3 of Colombia's most infamous crime lords inhabiting a decidedly hostile environment. I will leave you to prepare. Наркокартель, значит. Welcome to Colombia, 47. The remote village of Santa Fortuna awaits you deep inside the Colombian rainforest. An iron-fisted Delgado cartel rules over the village and its surroundings. Security around Santa Fortuna and the closed-off cartel compound is extremely tight. Armed sicarios patrol the streets of the village, ready to enforce harsh punishments to those who do not comply. Rumors persist of hidden transportation cave systems connecting the village, the cartel compound, and the hidden coca fields beyond. It is a rare occurrence to have all 3 cartel leaders present in the village at the same time. Expect that all targets are protected by scrupulous killers armed with automatic weapons. Rico Delgado inhabits his fortified mansion on the outskirts of the village, while Andrea Martinez can be found in her village office or around Santa Fortuna itself. And Jorge Franco is engaged in development of a new drug in his field laboratory. Happy hunting, 47. Удачной охоты, 47-й. Так, ну давайте сразу сделаем сейф стартовый. Ну, я там все равно никому не видно. Смотрит уже. Все равно говорю, складывается ощущение, что меня уже никто... Нет, кто-то смотрит, смотри-ка. Ладно, тогда пока еще чуть-чуть постримим. Удивительно.
Так. Цели. Она сеть пещер, о которой говорилось. Но это... Я так думаю, это будет последняя наша цель. Рика Дельгадо прямо вот там. Интересно, туда нас пустят? Вот так, в лоб чисто. Так, твое имя не в списке, понятно. Сюда, то есть, так просто не попасть. Попробуем тогда к Андреа Мартинезу. Для начала. Конечно, в каждый домик мы не будем пока заглядывать. Так, охрана. Mr. Rodriguez. Sir, this is a restricted area. I was supposed to have a quick meeting with you when you come up here. You know where she is? Back in the minute. Ah, perfect. Don't be lost again. Так. Could be. Lucky guy. Wish I could afford one of these. Отпереть я, естественно, их не смогу. Improving on stuff that looks no way. Только не говорите, что вот так вот просто. А, я уже сильно обошел стороной. А в то же время этот чувак уже свалил. That is Andrea Martinez, the Delgado cartel PR officer and public face. You there? What is the status? Tell me something good here. I'm afraid it is not great news, Miss Martinez. The statue's ready, but there are some pros with the foundation. Could be a little unstable. All right, so it's a little crooked. That's not going to kill anyone. Well, that's not the only thing. The band had a bit of a party last night, and most of them are missing. We really can't start the ceremony without them. Unbelievable. I want this situation taken care of. You understand? I'm heading back to my office now, but I'll be back soon, and you had better have your shit together. Rico is not going to like this. Так. Бабца пошла назад. Ну вот камеру я не ожидал.
Свалился как дынарь. Полнейший. В принципе, я есть, конечно, дынарь, но все-таки. Обидно. You might have a situation. I'm gonna take a look around. Nothing here. I'm heading back. Так, Андреа на этом этаже. Интересно, ее прям везде будут сопровождать? Прям на шаг от нее не будут отходить? Или все-таки будет возможность ее? Ага, выше пошла. Четко. Прям четко у ее. If this thing ever gets done, I'm buying champagne for the entire office. I'm sure everything will turn out just fine, Miss Martinez. I'm ready to make a few calls, Paula. Downstairs now. I'll be there out of the way. Блин, упустил хорошую возможность на самом деле. Она внизу. Кто меня раскрыл? В смысле меня ищут? Камера, что ли, какая-то запалила, я понять не могу. Или глюканула, как всегда. Отлично, улики удалены, видеонаблюдение отключено.
down to the village to check on the statue. I'll be back later. Martinez is down. Спалили. Мяу. А такой был шанс, а такой был шанс. Мяу. Ладно, сейчас я к тебе присоединюсь. Подожди прям 2 минутки, снижу. I'm heading down to the village to check on the statue. I'll be back later. Блин. Здесь есть куда его убрать? Нету. Сюда уберем. Ладно, я так понимаю, Okay, you stay here. осталось дождаться ее опять здесь. Что мы, наверное, сделаем уже не сегодня. Спасибо, ребят, всем, кто пришел на стрим. Кто не пришел, а смотрит записи тоже. Всем пока.